Путин выбрал переговорщиков для заключения мирного соглашения с Украиной. Эльвира Набиуллина признала, что инфляцию сильно снизить не получится точно. В Приморье тигры оккупировали поселок. Это «Воздух». Новости на Ходорковский лайв. Прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. В Мюнхене стартовала международная конференция по безопасности. Ожидается, что на ее полях произойдет несколько исторических встреч, итогом которых должно стать мирное соглашение между Россией и Украиной. Однако не похоже, чтобы все стороны были к этому готовы. Владимир Зеленский прибыл на конференцию, где в разговоре с журналистами коснулся одного из важнейших для Украины условий вступления в НАТО. По словам украинского президента, если страна не войдет в Североатлантический альянс, то для обеспечения безопасности ей будет нужна 1,5-миллионная армия. Ранее глава Пентагона Пит Хексет заявил, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть мирного плана, а возвращение страны к границам 2014 года видят маловероятным. Тем временем стало известно, кто может войти в переговорную группу со стороны России. Агентство Bloomberg пишет со ссылкой на свои источники, что представлять Россию за столом переговоров будет помощник президента Юрий Ушаков, директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По мнению собеседников агентства, такой выбор кандидатур говорит о желании Владимира Путина, цитата, «обеспечить благоприятный исход переговоров». Центробанк на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку без изменений и отказался снижать инфляцию до 4,5%. Именно такая цифра была целевой раньше. Эльвира Набиуллина считает, что сдержать до конца года инфляцию меньше чем на 7, а то и 8% не получится, пишет издание РБК. И добавила, что годовая инфляция будет иметь сильную инерцию. В переводе на человеческий все продолжит дорожать. Ключевая ставка сейчас 21%. Центробанк подумал о вариантах небольшого ее увеличения. Сценарий же снижения не рассматривался. В Подмосковье ограничат продажу алкоголя. Спиртным нельзя будет торговать во дворах многоэтажек, решили региональные депутаты. То есть буквально, если алкомаркет имеет вход или выход в жилой двор, то его придется закрыть, или перепрофилировать в безалкогольную сторону. Особую озабоченность у депутатов вызвали те точки, крыльцо которых выходит на детскую площадку. Впрочем, работать предприниматели смогут до той поры, пока не кончится лицензия. По оценкам местных властей, сейчас в Подмосковье чуть меньше 3500 таких магазинов. Решение это вступит в силу с 1 сентября этого года, сообщила в пятницу Мособлдума. Также нельзя будет наливать в точках питания, которые размещаются на первых этажах жилых домов, пишет издание «Коммерсант». В приморском селе Зеленовка жители потребовали отменить выборы депутатов Спасского района, которые назначены на 16 февраля. Они не пойдут голосовать, пока по улицам поселка ходят тигры. Из-за бездействия местных властей обращаются напрямую к Путину. Живем в постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих детей. Дети не ходят в школу. Лишний раз боишься выйти из дома. Тигры убивают в селе собак, ходят по центральным улицам, устраивают лёжки возле детских площадок. Требуем отменить выборы и провести их в нормальной, безопасной обстановке. На видео местный активист Максим Шумар, он, кстати, бывший участник войны в Украине, хотел сам идти в депутаты, но с выборов его сняли, якобы в ходе нечестной конкурентной борьбы. Теперь вот тигры мешают голосовать. Бывает. Кстати, тигры, увеличить численность которых требовал Путин, действительно из-за нехватки еды теперь часто выходят к людям. В январе хищник загрыз рыбака, напоминает издание «7/7». Происшествие в кофемании на Кутузовском проспекте. Девочки, сюда! Быстрее, 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 быстрее! Это случилось в четверг вечером около 9 часов по Москве. Мужчина зашел в ресторан с чем-то похожим на пистолет. Началась паника. Но до стрельбы не дошло. Охрана скрутила неизвестного, пишет «База». Полицию вызвали, пострадавших нет.
Чиновники в России могут остаться без работы. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на прогноз Министерства труда. В ведомстве считает, что в ближайшие 5 лет среди работодателей значительно упадет спрос на советников и консультантов, а также заинтересованность в бухгалтерах и продавцах. В то же время, как показал прогноз, наибольший рост числа рабочих мест на рынке труда ожидается в сфере оказания персональных услуг. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам сегодня рассказать. Не забудьте поздравить своих близких и любимых с 14 февраля, Днем всех влюбленных, пока не запретили. А также не забудьте подписаться на Ходорковский лайв, причем не только в Ютьюбе, но и в Телеграме, где мы создали специальный канал и дублируем туда все наши видео, в том числе и в аудиоформате. Лайкните этот ролик, комментируйте нас и скоро увидимся.